Трубочисты возникли с появлением первых печей еще в древние времена, о которых сохранилось мало сведений. А вот профессия и чистка дымовых труб стала 11 февраля 1778 года, когда король Дании Кристиан VII издал указ о создании ремесленного цеха датских трубочистов. С тех пор 11 февраля празднуется по всему миру как День трубочиста. В те времена такая работа была хоть и физически тяжелой, но в то же время достаточно простой, так как не требовала специальных навыков и длительного обучения. Со специальными большими ёршиками, гирями на веревках, тряпками и скребками трубочисты лазили в довольно широкие дымоходы домов. Там они вычищали нагар и скопившуюся сажу, которая не только блокировала нормальное движение воздуха в трубе, но и была крайне легковоспламеняемой субстанцией. По сути, это чистый углерод, возгорание которого легко может привести к пожару. В условиях стремительно разраставшихся городов, а особенно с появлением в Европе крупных фабрик, труд трубочистов усложнился. Дымоходы в многоэтажных домах и мануфактурах стали строить с хитрыми Г-образными вытяжками, шахты неизбежно удлинялись и сужались, из-за чего нормально лазить по ним взрослым, пусть и худощавым мужчинам больше не представлялось возможным. Многие трубочисты гибли, застревая в узких дымоходах, но чистить трубы все равно кто-то был должен, и вот тогда к работе подключили детей. Мальчишек брали на эту работу с 6, а иногда и с 5 лет. Ребятам платили за эту работу меньше, чем взрослым, однако их это не останавливало, другой работы все равно не было, а деньги нужно было где-то зарабатывать. Нередки были случаи, когда трубочисты покупали детей у бедных семей или выкупали сирот из местных приютов. И естественно, вся эта работа оформлялась полулегально, поскольку даже несмотря на ловкость детей, они часто погибали в дымоходах, как и взрослые, и никто не хотел брать на себя за это ответственность. В начале 19 века ремесло трубочистов вообще превратилось в нечто околокриминальное и даже мистическое. Они лазили по крышам исключительно по ночам, дабы днем не пугать других горожан своим грязным видом, а также потому, что к ночи дымоходы успевали остыть после дневного использования печей, что существенно снижало риск ожогов и делало подъем более безопасным. Согласно суевериям, встретить трубочиста на улице утром было добрым знаком. Считалось, что если отработавший смену рабочий не упал с крыши и не застрял в дымоходе, то его бережет какая-то потусторонняя сила, и если ты его увидишь, эта сила будет беречь и тебя. К сожалению, приметы и реальность оказались диаметрально противоположными. Из-за того, что юные трубочисты лазили в шахтах либо совсем голыми, либо в одних штанах, через пару лет такой работы у них по всему телу начинали появляться язвы. Особенно страдала мошонка, где кожа очень тонкая и обильно снабжена сальными железами. Сажа, которая на ней постоянно скапливалась, вызывала в конечном итоге рак яичек. Его так и называли – рак трубочистов. Но на этом список проблем со здоровьем юных рабочих не заканчивался. Эта работа тормозила рост трубочистов, так как им приходилось подолгу находиться в неестественном положении внутри узких дымоходов, что негативно сказывалось на их растущих костях и суставах. Кроме того, из-за такой работы часто возникали проблемы с легкими. Дети также часто сталкивались с жестокостью своих хозяев, вплоть до того, что под ними разжигали огонь, заставляя выполнять работу быстрее. Если трубочист застревал в дымоходе, то стандартная рабочая процедура заключалась в том, чтобы дать ему погибнуть или послать второго чистильщика, чтобы он попытался спасти первого. Часто такие спасения не удавались, и в таком случае оба трубочиста были потеряны. Бывали случаи, когда добросердечные хозяева домов пытались спасти застрявших в дымоходах детей, разбирая часть конструкции, однако такие спасательные операции были редкостью. Рак трубочистов была болезнью настолько повальной, что известный английский хирург Персиваль Потт потребовал от правительства полного запрета брать на работу трубочистами маленьких детей. И в 1788 году это открытие привело к первому закону о защите человека от канцерогенов на рабочем месте, и британский парламент запретил трубочистам использовать труд мальчиков младше 8 лет. В 1834 году был принят закон, запрещающий мастерам брать с собой мальчиков младше 14 лет.
А в 1840 году вступил в силу закон о регулировании деятельности трубочистов и дымоходов, который запрещал принуждать или сознательно позволять любому лицу моложе 21 года подниматься или спускаться в дымоход и вентиляционную шахту для чистки. Тем не менее, эти законы были приняты лишь в Англии, да и то многие смотрели на них сквозь пальцы из-за того, что других вариантов чистить дымоходы просто не было. В США, Бельгии, Франции, Германии и ряде других стран дети продолжали работать трубочистами аж до 20-х годов 20 века. Спасибо за просмотр видео. Ставь лайк, если было интересно. И подписывайся на канал. Впереди нас ждет много интересного.